Хей, всем привет, меня зовут Света, или можешь называть меня Вас. Я решила сделать свой первый туториал, и, конечно же, он будет по самой моей любимой части в человеке, это глаза. И так как я рисую и в реализме, и в стилизации, я хотела бы рассказать вам про все способы, которыми пользуюсь я в этих техниках. Скажу сразу, что я не хотела бы здесь поднимать какие-то темы именно из художественной теории или основы правил по академическому рисунку. Я просто хочу показать, как рисую я, чем я руководствуюсь и от каких, так скажем, правил я отталкиваюсь. Конечно же, начнем с основной формы, и, как вы могли догадаться, это круг. После того, как мы нарисовали основную форму, делаю направляющие. Я называю это точкой взгляда. На пересечении этих линий в центре я отмечаю точку. Это будет наш зрачок. Или же это то, куда направлен взгляд, куда смотрит наш персонаж. В зависимости от того, как будут меняться направляющие, будет меняться направление взгляда. После того, как мы определили эти линии, я рисую разрез глаз, или форму. Самый простой способ, который, я думаю, знают все, это нарисовать глаз, построив 4 линии, каждые 2 параллельные друг другу. Это будет форма вашего глаза. И самое важное здесь не выходить за пределы глазного яблока, как я сделала на примере на третьей картинке. Да, это очень грубая ошибка, просто запомните, что так делать нельзя. А теперь я объединяю все наши составляющие и добавляю радужку и зрачок. Тоже вам такой небольшой совет, вы можете использовать метод построения круга, тоже рисуйте 2 линии, или простыми словами плюсик, и от центра отмеряйте равные отрезки и после соединяйте их, повторяя форму круга. Если вам так сложно, вы можете дополнительно нарисовать 2 линии по диагонали, как крестик, и также отметить там равные отрезки. После я добавляю остальные детали, веки, складки века. Самое главное в этом стиле рисования – это точность и схожесть с референсом, с которого вы рисуете. Основная суть рисования в реализме – это большая степень или вообще полное сходство. Также еще хочу показать вам как рисуется глаз в профиль. Это основные формы, как глаз выглядит сбоку, то есть вы выделяете объем, радужку, и я называю ее здесь линзой, очень похоже с такого ракурса. И после рисую века, складку века, сбоку видно слизистую, не забывайте про нее. И, конечно же, не забывайте про светотени. Здесь как раз я рисую, как свет падает и как от этого зависят тени, которые появятся при источнике света, например, от солнца. И, как я уже говорила, не выходите за пределы глазного яблока. Далее я уже прорисовываю более детально слизистую, слизное мясцо. И, кстати, очень важно, всегда, когда вы рисуете в Digital, отражайте ваш холст. Что бы вы ни делали, при любой возможности всегда отражайте холст. Я отметила точки соприкосновения слизистой с глазным яблоком, и все как было до этого. Я отмечаю точки построения круга, рисую радужку, затем зрачок, и, конечно же, далее я добавляю века, прорисовываю, и чаще всего я использую эллипсы в местах, где зоны выпуклые или впалые. Поэтому так нагляднее всего мы понимаем, в каких местах у нас затемненные или осветленные зоны. И, конечно, для красоты картинки я стираю все лишние наброски, линии, которые мне абсолютно не нужны, и перехожу к самому любимому. Это стилизация. Да, до какого-то момента я всегда рисовала в реализме, но с появлением цифровой иллюстрации в моей жизни я плавно перешла на стилизацию. И сейчас я практически все время рисую именно так. Мой стиль все равно близок к реализму, так как я сохраняю пропорции человека и почти все детали. Для более эффектного и красивого взгляда я использую в построении не круг, а эллипс. Потому что тут уже присутствует небольшой наклон и получается более открытый взгляд, тот эффект, который нужен именно мне. Построение здесь особо ничем не отличается от моего построения в реализме. Я просто это делаю менее детализированно и отталкиваюсь от картинки. Если мне нравится то, что я вижу, я все оставляю. Если мне что-то не по душе, я это переделываю, но практически всегда у меня выходит один и тот же результат. Я думаю, вы знаете о такой вещи, как если вам что-то постоянно дается легко, это то, что вам нужно. И это подходит в данном случае, если у вас легко получается тот же глаз или построение лица, и каждый раз, когда вы это рисуете, вам все нравится, то это именно та техника, которая вам нужна. Я не сильно выделяю слизистую, и у меня в основном заметны такие акценты, как складка века, сильно выраженная верхняя и слегка подчеркнута нижняя. И, конечно же, самая отличительная, наверное, черта в стилизации моего глаза – это очень большая радужка. Я делаю ее как можно больше, чтобы был более выразительный взгляд. На этом все. Я поделилась всеми опорными правилами, которыми пользуюсь я.
Это слегка, знаете, выход из зоны комфорта, отходить от привычного контента к такому разговорному. Это очень сложно наложить все свои мысли на картинку. И еще такое небольшое отступление. Я записываю эту озвучку уже второй раз. Это моя вторая попытка. Первая была в 7 утра после бессонной ночи. И я поняла, что то качество озвучки немного не подходит к этому видео, так как я хочу, чтобы все было на высшем уровне. Самое главное, что я стараюсь, для меня это немного некомфортно и непривычно, но я знаю, что чем дальше, тем будет проще и лучше, все будет супер, я буду дальше развивать свой канал, и вы можете мне в этом помогать. Поэтому, если вам понравилось это видео и вы хотите меня поддержать, поставьте лайк, подпишитесь на канал и также заходите еще ко мне в Instagram, там я пощу все свои арты. Спасибо за просмотр, пока!